Всем привет, друзья, на связи Пентагон, это Пентагон Дейли, не буду тянуть, сразу перейду к битку. Во-первых, хочу поздравить всех, кто откупался мной в прошлый раз биток на отметке 33 800, 34 100. Собственно, я закрыл все фьючерсные позиции на отметке 38 500. Какие-то из спот-позиций я до сих пор держу. К сожалению, я прокатился не всей позы, рассчитывал еще какой-то вот здесь вот был бы перезаход. Собственно, сейчас мой спот стоит со стопом в безубыток на отметке 35 750. То есть в случае, если мы провалимся под 35 750, я зафиксирую вот этот диапазон небольшой, там в 5-6% на споте, и буду ждать перезахода дальнейшего. То есть мне сейчас также интересен уровень реакции на 34 800, 33 800, то есть вот эта зона, она в принципе для меня интересна для откупа. Пока я не вижу точной примерно даты, когда мы можем туда сходить. Что в принципе сейчас, на мой взгляд, достаточно видно, это существующая новая какая-то трендовая линия, собственно, над которой мы сейчас находимся, и пробой вот этой линии, ее отметка сейчас находится на уровне 37 тысяч, будет означать о том, что мы не смогли закрепиться выше зоны проторговки, и мы не увидим вот этот вот треугольник и провалимся под него. То есть негативный сценарий — это если мы сейчас не можем пробить отметку 38 500, закрепиться за выше этой отметки, и тогда, вероятнее всего, вот будет похожая какая-то фигура с проваливанием вниз с целью ретеста еще раз вот этого дна. Теоретически это хороший очень сценарий, но, откровенно говоря, пока мы находимся выше отметки 36 500, это все пока лонг история, плюс мы проретестили сегодня на часе эту еще одну второстепенную трендовую линию, в принципе от нее отскочили, что мне дает в принципе сигнал на возможный пробой этой границы и поход в сторону 39 тысяч. Это такой на самом деле вероятный сценарий, который пока, на мой взгляд, более предпочтителен для меня. Но в случае, если мы будем проваливаться к уровню 37 тысяч, если мы его пробьем, то от ретеста можно будет попробовать встать в продажу, встать в шорт где-то на отметке 37 200, 37 300, только в случае, если мы пробьем вот эту трендовую линию и под ней закрепимся. То есть, в принципе, и вот этот вариант тоже может быть валидный. То есть пробой отметки 37 тысяч, поход там на 36 800, это будет достаточно сильный сигнал для того, чтобы встать в шорт. Пока в шорт мне не интересен, он будет интересен только если мы пройдем ниже отметки 37 тысяч. Пока все это достаточно бычье. То есть, что меня в принципе пугает, это уже перегруженные индикаторы, уже выше, допустим, 60 находится RSI у нас на 2 часах, на 4 часах, на 3 часах, в принципе. На крупных таймфреймах мы уже сделали тот самый отскок, который в целом позволяет идти дальше на какой-то к нижней отметке. Единственное, дневка только уходит в покупку. И в случае, если мы пробиваем вот здесь вот уровень вот этот вот по дневке, то, конечно же, уровень 42 будет достаточно валидный, и мы, в принципе, сможем пробить вот этот вот уровень 41 тысячи, и в таком случае, какая-то опять ламба поехала, и в таком случае с вероятностью там, дойдем до 50 тысяч, в случае пробоя, консолидации, можем, конечно, дойти до уровня там, 65+. Это очень хороший позитивный сценарий в случае, если нас смогут закрепить выше этой отметки. Пока действуем по ситуации, на low таймфреймах, в принципе, все достаточно готово для того, чтобы попробовать пробить еще раз уровень 38, но в таком случае от уровня 39 40 тысяч, 39 800, 40 там 200 будет зависеть, что будет дальше. Сейчас суббота, в принципе, есть еще завтра
целый день выходного, поэтому нас могут достаточно хорошо пофлетить. Месяц закрывается достаточно так неплохо. Не скажу, что это прям похоронный месяц. Мы не смогли пробить уровень 33 тысячи. Напомню, что Tesla в последнем своем заявлении говорит о том, что они не продали ни одного своего биткоина, и их средняя находится на отметке 33 тысяч. В принципе, мы от этого уровня и отскочили. В таком случае, если месяц закрывается так, есть вероятность пофлетить в сторону в районе февраля, плюс китайский Новый год. В целом достаточно не лонговая история, но чем шорт не шутит, как говорят, да, у нас в узких кругах, все может быть. И вот как раз таки сейчас, после ретеста уровня 37300, мы сейчас уже пытаемся пробить уровень 38. Что меня еще пугает, откровенно говоря, это возможное формирование медвежьего флага, проторговка которого будет действительно означать поход к отметке 28-26 тысяч. Это вот та зона, которую я хотел бы откупить на серьезную какую-то сумму. То есть здесь я откупил прям на копейку, можно сказать, там на 7-8%. Фонд вообще не успел откупить. То есть я, по сути, сижу только пока на личных каких-то деньгах, не откупаю пока еще крупные большие суммы. Поэтому вижу вероятность похода как раз-таки к отметке 39 600 для формирования вот этого самого медвежьего флага, да, с отработкой в дальнейшем, возможно, там под уровнем 32. А вообще медвежий флаг, он должен примерно отрабатываться на тот диапазон падения по верхней свечи. То есть, вот, условно говоря, есть 14%, и теоретически они могут быть от вот этой макушки как минимум проторгованы. То есть это отметка опять 32 тысячи. В таком случае, да, 32 тысячи будет сильный суппорт линии, и я постараюсь ее откупить. То есть по битку подытожу. Сейчас в данный момент я нахожусь только на спотовых позициях, то есть у меня нету фьючерсных позиций, они закрыты были по 38 500. В случае, если мы сможем там еще раз проретестить уровень 36 800, попробую его откупить с небольшим стопом, но опять же только с небольшой целью, и эта цель достаточно такая консервативная, до 39 тысяч. Ну, то есть 3000 пунктов, в принципе, неплохая фьючерсная позиция может выйти, даже с большим плечом. В случае, если мы не сможем пробить уровень 38 500, 38 300, если мы вдруг там уже отсюда пойдем пробивать вниз вот этот уровень поддержки, то в таком случае буду искать вот здесь вот в зоне шорт, но в случае чего, опять же, вас 10 раз об этом предупрежу. Что касается эфира, по эфиру примерно та же самая история, мы с вами ее отрисовывали, так, пардон, вот так, вот здесь. Мы ее здесь с вами отрисовывали на двухчасовом таймфрейме. Мы, в принципе, уперлись в мой вот этот торгуемый канал. Единственное, что я могу сделать, это чуть-чуть канал расширить. Чуть-чуть, вот здесь вот по максимуму. И то мы плюс-минус будем в него упираться. Поэтому, если сейчас биток пробивает 38 тысяч, то эфир будет пробивать отметку 2600. И вот есть вариант сходить как раз-таки минимум на 2715. В случае, если мы пробьем, будет ретест пробитого тренда в районе опять 2600, и от этого уровня действительно можно будет подыскать какую-то куплю. Пока эфир находится в достаточно бычьей такой структуре, но опять же меня очень смущают перегретые индикаторы и 2, и 3 часа, и 4 часа, хотя в целом дневки, как мы уже смотрели на битке, находятся внизу. Не хватает, конечно, какого-то бычьего действительно дивера на дневке на эфире. Но вот здесь вот, если только мы смотрим, здесь вот он может быть. Это уровень 2300, 2200. В принципе, в случае, если мы сможем пробить уровень 2600, то по горизонтальному сопротивлению мы дойдем там на уровень 2900. Это вот как раз таки вот эта косая линия. Сейчас я перекину ее сюда и покажу вам ее здесь. То есть вот эту вот
границу сопротивления. Мы в случае, если мы сможем пробить уровень 2600, пойдем трогать. Это как раз таки ретест уровня 2938, но в таком случае биток сходит на 40 тысяч. Что здесь может быть интересного появиться, да, это мы пробьем эту границу, ее отретестим, и от пгипа, возможно, нас смогут отвести к верхней границе. Поэтому следим за битком. Я думаю, в понедельник я сделаю нормальный большой обзор по многим из монет. Для того, чтобы поучаствовать со мной в данном мероприятии, я прошу каждого, кто просмотрит это видео, скинуть по пару активов, которые ему интересно было бы посмотреть, в комментарии под этим YouTube видео. Я смогу сделать какую-то сводку, какие активы вам будут интересны, и в таком случае мы сможем провести более полезный видеообзор для вас. И что я еще хочу сделать? Формат Pentagon Live я хочу ввести на прямой эфир, то есть я буду ставить заранее дату, в которую я буду проводить трансляцию, и среди своих подписчиков буду запускать прямой эфир на YouTube, где вы сможете поучаствовать со мной в разборе тех или иных монет. Какие-то монеты, возможно, сможете предложить прямо в онлайне, а с кем-то, с одним из подписчиков, каждый прямой эфир мы будем созваниваться для того, чтобы уточнить у него какие-то интересующие вопросы. Я думаю, такой интерактив будет интересен всем вам. Что еще, чем хочу закончить? В целом, хотел бы вам показать график S&P 500. Мы смогли удержать уровень 4200, о котором я вам говорил, в принципе, в прошлом видео. Этот уровень находится вот здесь вот на 4300. И да, мы пробили глобальную трендовую линию. И в моем понимании, по моей логике, мы должны как минимум проретестить пробитый тренд. Это опять поход к уровню 4600. То есть это, в принципе, складывается с моей стратегией по торговле битка. Плюс очень хороший объем был вообще в целом проторгован в пятницу. Очень хорошо отскочили Apple, Amazon, Google. В принципе, весь фанк очень хорошо отскочил. Поэтому сезон отчетности. Не забываем, что скоро будем лицезреть, скажем так, отчеты годовые у компаний. У Microsoft вот годовой отчет был достаточно хороший. В принципе, на этих новостях и Microsoft очень сильно пропампили в пятницу, и сипка смогла закрыться выше 4400, что в принципе достаточно хорошо для сипки. Что касается рубля, опять же, вспомним прошлый наш обзор, я говорил о том, что поздравляю всех с 80 рублями за $1. Мы вот смогли проретестить вот этот центральный мой канал, и в принципе сейчас я допускаю какую-то еще коррекцию вплоть до 77,5. То есть если будут какие-то новости, то я думаю, реальный уровень поддержки сейчас находится на уровне 77,5, 76,5. Поэтому не дай бог, конечно, будут какие-то военные действия, не дай бог, братья украинцы, я с вами, в случае чего, как бы я за мир во всем мире, и вам советую придерживаться такой же стратегии. Поэтому я знаю, что очень большое количество ребят с Украины меня читают и смотрят, поэтому, ребят, сорян, как бы ничего не могу с этим поделать. К сожалению, Пентагон находится не в России. Поэтому я за мир во всем мире, хочу, чтобы биток рос, Хамаха. Ну вот я, в принципе, последний хамаховский обзор, я не смотрю вообще, в принципе, Хамаху, мне просто отправляют сразу скрин с корами, типа, Пентагон совершенно опять полез туда, никуда. Я, как и говорил в прошлый раз, и много-много раз об этом говорил, Хамаха зарабатывает на том, что торгует против толпы. Поэтому не удивлюсь, если мы, когда будем отрастать в сторону 40 тысяч, мы еще раз увидим там у него, что биток там стопудово пробивается к верхней границе. И хотелось бы увидеть, конечно, у него еще пару сигнальчиков в лонг, для того, чтобы мне дали закупиться в районе 33 тысяч. А пока это все my dream. Я вам хочу пожелать хороших выходных. На связи был Пентагон. Не забывайте, пожалуйста, по пару активов отправить в комментарии под ютубом. Заодно и активность меня поднимете. Поэтому пока-пока. До связи.